Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. Сегодня хочу вам предложить связать вот такое великолепное современное платье-тунику с вертикальным рельефным мотивом. Очень простая вязка, узор под силу даже малоопытным мастерицам. Сейчас я вам полистаю эту модель, вы посмотрите на нее со всех сторон внимательно. Смотрите, это спинка. Без пояса она вот такая свободненькая. Можно, конечно, сделать более облегающий вариант. То есть это по желанию. Я просто показываю вам, что спиночка у нас тоже в узоре, вся в узоре. Вот так перед смотрится без пояса. И вот такой вариант с поясом. Давайте приближу вам мотив этот. Очень простая змейка вяжется. Схемочку я нарисовала на фоне изнаночной глади. Но как эффектно, как это все эффектно выглядит, согласитесь. Это просто шик, блеск, красота. Высокая планка по желанию у выреза горловины. Вероятно, многие из вас просто ограничатся обычной планочкой, которую мы всегда вяжем сантиметра 2-3, да, высотой. Смотрите, как это все-таки интересно выглядит и на фигуре, и фигуру явно будет стройнить. Любую фигуру будет стройнить. У нас классический вариант рукава, классический крой, то есть с окатом рукавчик идет, и очень простой узор. Лицевая гладь и вот эти вот змеечки у нас сочетаются. Под пояс вообще, по-моему, шикарно выглядит. Рукав довольно такой, то есть пройма у нас довольно-таки такая высотой немалая, да, я все это учла, заложила в наши выкройки. Сегодня будет составляться описание с 42 по 52 размер традиционно, да, и, в общем-то, подробно я разберу конструкцию этой модели, рассмотрим, как расположить правильный узор, свяжем сам узор, рассчитаем плотность и, конечно же, начинаем мы всегда с выбора пряжи. Итак, всем, кому понравилась моделечка, давайте сейчас с вами приступим к мастер-классу. Первое, что у нас, это выбор пряжи. Дорогие рукодельницы, я очень рада, что вы зашли на мой канал. Если вы впервые на моем канале, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком. И их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео. Это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео. И это не пустые слова. И к тому же, так видео попадает в вашу папочку понравившихся. И вы никогда его больше не потеряете. Для вязания этого платья предлагаю пряжу Alize Lana Cotton. Турецкая пряжа в 50 грамм 160 метров. Состав у нее очень хороший. 26% шерсть, 26% хлопок, 48% акрил. Спицы будем использовать 3,5. Цвет у нас такой темно-серый, цвет асфальта, я бы так сказала. Очень приятный цвет, серенький. И вот так выглядит наш мотив на 24 петельках с такими красивыми птичками, змейка. В аранском вязании этот элемент называется змеечка. На фоне, вот он, видите, у нас изнаночной глади, и здесь же еще сочетается лицевая гладь. Пряжа хорошего качества. Я ее часто, кстати, рекомендую на своем канале. Просто она мне симпатизирует. Она средней толщины. И, в общем-то, очень приятно из нее вязать. Абсолютно не колется. То есть платьице будет у вас носиться прямо на тело. Это очень важно для платья, вот именно, да, для такого изделия. Платье-туника. Ну а сейчас давайте посмотрим схему. Я ее тоже нарисовала. Итак, у нас с вами вот такая, девочки, вот такой узор. Это змейка. Составляет у нас 7 петель раппорт узора и 3 петли для симметрии. То есть, когда мы чередуем с вами 3 раппорта по 7 петель, это 21 петля. И еще добавляем с вами 3
петли изнаночные, крайне левые, вот они у нас по схеме, видите, то получается мотив 24 петли. Именно 24 петли будет сегодня у нас в описании участвовать. Я буду говорить мотив на 24 петлях, и вы будете понимать, о чем идет речь. Да? То есть это 3 вот этих мотива, вот видите, ограничено по 7 петель, и 3 петли для симметрии этой изнаночной. Ну и про условное обозначение, если кому интересно, смотрите, изнаночная петля – это горизонтальная черточка, лицевая петля – это вертикальная черточка. Вот эти вот зигзаги – это перекрещивание петель налево, соответственно, и направо по 2 петли. Да? Раппорт у нас в высоту составляет 12 рядов, наша змеечка. Затем в 13 ряду уже повтор идет с первого ряда. Мы с вами свяжем сегодня этот образец, я думаю, сложности не возникнет. Теперь по поводу выкройка. Выкройка вот такая, здесь нет размеров, да? Основных размеров нет, я на них буду останавливаться в расчетной части, все вам покажу, расскажу длину, ширину, сколько петель, как располагаем узоры, все подробно рассмотрим. И вас ждет описание. Описание выглядит вот таким образом в виде текста. Это инструкция по вязанию, по-другому ее называют, да, и она у нас всегда под видео находится. Кому непонятно, что такое под видео, у вас есть треугольничек перевернутый под видео, найдете его, нажмете на него, откроется большая вкладка с текстом. Все здесь есть для вас. Рассматриваем сегодня размеры 42, 44, 46, 48, 50, 52. И все здесь попетельно у меня есть. Рассказываю, показываю и рисую вам все подробно. Надеюсь, все будет понятно и доступно. Даже неопытным, мало или малоопытным мастерицам. Итак, мои хорошие, приступаем к вязанию образца. Для вязания образца я набрала 36 петель. Вот так. И, в общем, спиц у нас 3,5. И начинаем с вами сейчас вязать. Давайте свяжем 2 вспомогательных ряда. Я вязала их для того, чтобы, просто очень тяжело перекрещивание делать в первом ряду сразу после набора петель. Поэтому вот у меня сейчас 2 вспомогательных ряда здесь присутствует. Я вязала следующим образом, девочки, по схеме, вот по этой себе нарисовала. Значит, первая кромочная, затем 5 лицевых, 3 изнаночные, 4 лицевые, 3 изнаночные, 4 лицевые, 3 изнаночные, 4 лицевые, 3 изнаночные, 5 лицевых и кромочная. Все у нас симметрично. Четный ряд, второй, вернее, вспомогательный, вяжем, как смотрят петли, и начинаем теперь раппорт узора. Итак, вяжем 5 лицевых, первый ряд. 1, 2, 3, 4, 5. 3 изнаночные. 1, 2, 3. Сейчас делаем перекрещивание в первом ряду. 4 петли перекрещиваем налево. Для этого я с помощью правой спицы снимаю все 4 петли. И первые 2 у меня перед работой, следующие 2 за работой высвобождаются. И я их аккуратненько за работой возвращаю на левую спицу. Вот крест-накрест, видите, перекрестились петельки. И сейчас все 4 провяжем лицевыми. Затем 3 изнаночные. 1, 2, 3. Следующие 4 петли перекрещиваем налево. Снимаем 4 петли и также меняем их местами. Первые 2 перед работой, следующие 2 за работой. Меняем их вот так же местами и вяжем как 4 лицевые. 3 изнаночные снова. Следующие петли опять также 4 петли перекрещиваем налево. 2 перед работой, следующие 2
за работой, поменяли местами, все 4 вяжем лицевыми. И 3 изнаночные. Так, и осталось еще 5 лицевых у нас. Лицевая гладь тоже присутствует в нашем узоре. Связали с вами первый ряд. Второй, все четные ряды будем вязать, как смотрят петли. Вяжем с вами третий ряд и пятый ряд. Они сейчас вяжутся одинаково. Смотрите, вяжем 5 лицевых, 3 изнаночные, 4 лицевые, 3 изнаночные, 4 лицевые, 3 изнаночные, 4 лицевые, 3 изнаночные и 5 лицевых. Четвертый ряд вяжем, как смотрят петли. Пятый ряд вяжем точно так же, как сейчас третий. Встречаемся, девочки, с вами в 7 ряду. Там будет перекрещивание. У нас с вами 7 ряд. Вяжем 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. 3 изнаночные. 1, 2, 3. Сейчас будем перекрещивать нашу косу на 4 петлях направо. 4 петли снимаем на правую спицу. И первые 2 за работой, следующие 2 перед работой. Меняем местами. Перекрестили направо. И все 4 вяжем лицевыми. Далее идут 3 изнаночные. Следующие 4 петли также перекрещиваем направо. Снимаем на правую спицу. Первые 2 за работой, следующие 2 перед работой. Поменяли местами, вяжем как 4 лицевые. И 3 изнаночные. Следующие 4 петли снова перекрещиваем с вами направо. Сняли на правую спицу, первые 2 за работой, следующие 2 перед работой. И все 4 вяжем лицевыми. Далее идут 3 изнаночные и 5 лицевых. Кромочная, изнаночная. Связали. 8 ряд у нас будет, как смотрят петли, вязаться. 9 ряд. Вяжем петельки. 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. 3 изнаночные. 1, 2, 3. Затем идут 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. 3 изнаночные. 1, 2, 3. 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. 3 изнаночные. 1, 2, 3. Снова 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. 3 изнаночные. 1, 2, 3. Кромочная, 5 лицевых и кромочная, изнаночная. 10 ряд вяжем, как смотрят петли. 11 ряд у нас вяжется так же, как и 9 сейчас связали. Затем 12 ряд вяжется, как смотрят петли. И на этом раппорт узора заканчивается. И идет снова повтор с первого ряда. То есть 13 ряд равен первому. И когда вы, девочки, свяжете так вот высоту, определенное количество, ну, 2 раппорта, вот у меня сейчас будет 2 раппорта, да, мы сделаем с вами влажную тепловую обработку. Нам необходим расчет плотности. Горячим паром, девочки, обдаем образец.
Он влажненький становится. Тянем его вот так в разные стороны. Еще разочек обдаем. Надо нам кромочные тоже вот в расчете участвовать. Вот эту лицевую гладь по бокам. Ее надо хорошенько распрямить. Потом у нас трубочкой сворачивается. Косы-то я не очень хочу распрямлять, если честно. Так, еще раз вертикально потянем и оставляем сохнуть. Итак, девочки, берем простую линеечку, измеряем, значит, ширину образца. У нас тут, видите, эти закругленные лицевые петельки. Надо очень внимательно и тщательно подходить к расчету плотности, иначе это потом очень вернется плохой историей. Так, значит, у меня 16,5 получается. Вместе с кромочной вот 16,5. И это 36 петель. Мы набирали 36, мы будем делить на 16,5 сантиметров. Вот такая плотность получилась. 2,18. Я бы написала 2,15, если честно. Давайте напишем 2,15. Знаете почему? Потому что все-таки у нас вот лицевой глади там будет достаточно много, да? А здесь, если пропорционально смотреть, то косы и изнаночная гладь с лицевой, ну, лицевой глади меньше, да, чем по ширине идут узоры с косами. То есть правильнее будет такой подход: записать, что в 1 сантиметре 2,15 петель. Теперь давайте по вертикали расчет сделаем. Значит, прикладываем линеечку, измеряем высоту образца. Тоже будьте внимательны. 11,5 у меня получается сантиметров. И сейчас мы посчитаем, сколько рядов. 27 рядов мы разделим на 11,5 сантиметров. Получим 2, я бы сказала, 35. Округляем. Итак, в 1 сантиметре у нас 2,35 ряда. С этими цифрами сейчас отправляемся к выкройке. Будем составлять описание. Итак, мои дорогие, смотрите, у нас вот такая выкройка будет использоваться. И размерчики у нас будут сегодня 42, 44, 46, 48, 50, 52. И давайте сразу начнем, что спинка перед у нас одинаково вяжется, отличаются лишь вырезом горловины. И длина общая у нас будет первый размер 91 сантиметр, второй размер 92 и 93 на 50-52. И вот так смотрите, как тут распределяются у нас петельки. Значит, первый размер, ширина спинки у нас идет 48 сантиметров. И умножаем мы это все на нашу плотность по горизонтали 2,15 и получаем петельки 104 петли. Второй размер у нас 54 сантиметра. Умножаем также на плотность 116 петелек. Третий размер 58 сантиметров. Умножаем на плотность 2,15 и получаем 124 петли. И все эти петли надо нам красиво и симметрично расположить. Показываю, как я это вижу. Я вижу это вот таким образом. 24 петли занимает наш узор, который мы сегодня с вами вязали. То есть это 3 изнаночные, затем идет маленькая косичка, 4 петли лицевые. И вот это сочетание 3 раза повторяется. Да? Плюс 3 петли еще у нас шли изнаночные для симметрии.
Вот 24 по центру у нас идут этот мотив. С двух сторон идут 15 лицевых, симметрично. И опять идет повтор этого мотива на 24 петельках. Ну, соответственно, кромочная справа, кромочная слева. В сумме это составило 104 петли. Для второго размера, где у нас с вами 116 петель, расположение узоров точно такое же остается, но мы добавляем справа и слева по 6 лицевых. То есть начинается все с кромочной, затем идет 6 лицевых, наш мотив на 24 петлях, 15 лицевых, по центру мотив на 24 петлях, 15 лицевых, 24 петли мотив и 6 лицевых, заканчиваем кромочная. Для третьего размера у нас идет 124 петли и расположение узоров такое же, только вместо 6 лицевых крайние будут 10 лицевых справа, 10 лицевых слева. И в сумме это 124 петли. Я думаю, что вам понятен смысл, да, как мы располагаем узоры. Теперь далее идем, опять по выкройке. На вырез горловины я выделила первый размер 20 сантиметров, ширина выреза, второй размер 21, третий 22 сантиметра. И получается попетельно. Также умножаем 20 на 2,15, это наша плотность по горизонтали, получаем 42 петли, соответственно 44 на второй размер, 46 на третий размер петель. Все, что осталось, это петли плеч. Пройма, глубина проймы, беру первый размер 10 петель, второй 11, третий 12 петель. И все, что остается, это петли плеч. Первый размер 21 петля, 25 и 27 петель. У нас будет небольшой скос плеча на 2 сантиметра высотой. У нас небольшой вырез по спинке на 2 сантиметра высотой. То есть скос и вырез начинаем одновременно. Все это, девочки, я озвучиваю в описании. Высота проймы. Смотрите, первый размер беру 22 сантиметра, второй размер 23,5 и 24,5 третий размер. Спинка перед, как я сказала уже, одинаково вяжется. Все детали вяжем снизу вверх. Планка у нас идет 6 сантиметров, связанной резинкой 1 на 1. И по спинке переду, и по рукавчику я сделала одинаковую планку нижнюю. Вот. Давайте перейдем к рукавчику. По рукавчику набирать будем для резиночки 1 на 1 планка 50, 52, 54 петли. Затем добавляем с вами по 10 петель в последнем изнаночном ряду планки. Кстати, здесь мы тоже будем добавлять, здесь тоже набираться будет по спинке переду меньшее количество, поскольку у нас узор с косами, он очень много петелечек берет в себя, да? Поэтому резиночка у нас будет вязаться поменьше количество петелек. Я все это в описании указываю, под видео в описании читайте в виде текста. Вот. И затем в последнем тоже изнаночном ряду мы прибавляем равномерно петельки и доводим их вот до этих показателей 104, 116, 124. Так, здесь по рукавчику также. Прибавили равномерно 10 петелек в последнем изнаночном ряду планки и вышли на циферки 60, 62, 64 петли. Скос, сформируем скос. Теперь вот обращаю ваше внимание, конечно, вот эта длина и самого изделия, и длина рукавчика должна быть сугубо индивидуальной у каждого из вас. Поэтому, пожалуйста, для себя подкорректируйте эти все свои сантиметры, высоту особенно, поскольку, в общем-то, здесь, конечно, должен быть индивидуальный подход. Рост у нас у всех разный, поэтому предпочтения длины у нас тоже у всех разные, поэтому на это надо очень сильно обращать внимание. Не игнорировать этот вариант. И смотрите, у меня общая длина рукавчиков 61,5 сантиметр. Если вы посмотрите внимательно на модель, там видно хорошо, что
здесь нет у нас большого такого напуска после манжеты, да, то есть полотно равномерно. Здесь будет по скосу прибавляться. Поэтому у нас получается в самой широкой части рукавчика, смотрите, ширину брала, значит, для первого размера 38 сантиметров, вот здесь, до оката. Второй размер 40 сантиметров. И третий 42. В петельном эквиваленте у меня получилось 80, 86, 90 петель. И из 80 отнимаем 60 по низу. Получается 20 петель надо прибавить. У нас 2 скоса, на каждый скос по 10 петель приходится. Как рассчитать равномерные прибавки по скосу? Для этого нам необходимо высоту скоса, то есть вот от планки до оката, по моим расчетам 37 сантиметров. 37 умножаем на плотность по вертикали. Мы ее тоже измеряли. Она у нас равна 2,35. То есть 37 умножаем на плотность по вертикали 2,35, получаем 86 рядов. И теперь вот эти 86 рядов нам надо разделить на петли, которые вы будете прибавлять, на 10. Вот первый размер показываю. Получается, что у нас прибавки будут чередоваться. Первая прибавка в 8 ряду, вторая в 9, опять в 8, в 9. И таким образом 10 раз мы должны с вами прибавить. Аналогично я считала для других размеров. Тут 12-13 петель идут по скосу. Значит, для второго размера в каждом 7 ряду, для третьего размера также чередуем 6-7 ряд прибавки. Про окат я рукава обычно ничего не рассказываю, как его вязать. Здесь очень так все тонко надо рассчитывать. Обычно для опытных вязальщиц это не составляет сложности сформировать окат. Для малоопытных всегда рекомендую рисовать выкройку в натуральную величину. На листочке бумаги, на крупном листочке бумаги рисуйте, вот начиная с оката, вот это вот формируете вот такую вот верхушечку, да, и когда будете вязать, будете прикладывать свое вязаное полотно к этой выкроечке и сверяться. Очень будет четко пониматься, сколько вам там убавить нужно. 1 ли петлю, 2 ли петли. Вот здесь уже почаще по 3 петли идут у самой верхушечки оката. Поэтому, кроме того, у меня есть ссылка на теоретический расчет оката. Я ее размещаю под видео. Кому интересно, почитайте теорию, как здесь рассчитать количество убавок. Ну, в общем-то, девочки, вот вам 3 варианта, да, развития событий по окату. Выбирайте любой, который для вас более приемлем. Ну, и по рукавчику, как располагаем узоры, да. То есть вот вы вышли после планки на узор, и я вот так нарисовала рукав. Рисунки так располагаем. Значит, 10 петель у нас лицевых идут по центру. И с двух сторон идет наш мотив с косами на 24 петлях. Справа и слева симметрично, ну и кромочная. И это у нас 60 петель, да? А здесь вот все петельки, которые вы будете по скосу прибавлять, я думаю, что их надо включать в изнаночную гладь. Это будет как-то логично. Хотите в лицевую гладь, ну, в общем, выбирайте, как хотите. Можно в лицевую гладь, поскольку у нас лицевая гладь очень активно участвует, да, в узоре. И для второго размера не 10 лицевых по центру, а 12 лицевых, для третьего 14 лицевых. То есть вот эти вот петельки, да, 60, 62, 64, это вот такое расположение узоров. Это моя рекомендация, вы можете сделать по-своему. Всегда оставляете за собой право включать свою какую-то творческую жилку в любую модель. Я лично так всегда люблю конструировать что-то там по-своему, переделывать. В оформлении выреза горловины тоже надо
тоже по-своему там как-то кто-то как-то что-то там делает. В описании я описываю, как набрать петельки по вырезу горловины, чтобы, ну, когда мы высокий этот ворот вяжем, и как, в общем-то, на какую высоту сделать, там, 22 сантиметра. И то можете тоже для себя изменить. Здесь можно сделать просто небольшую планочку, 3 сантиметра, да, как мы обычно это делаем, обвязываем вырез. Не обязательно высокий вот этот воротник делать, не обязательно. То есть здесь тоже ваша творческая фантазия должна проявляться. Я желаю вам удачи, мои хорошие. Все это описание в виде текста будет выложено под видео. То есть я вам сейчас просто рассказала словесно и показала, как выглядят узоры, располагаются они. Вот. Ну, а как бы вы оставляете за собой право изменять все, как хотите. До новых встреч! Желаю вам удачи!